Всем привет! Сегодняшнее видео про 5 интересных механик в настольных играх. Часто такое бывает, играешь в какую-то игру и думаешь, отлично придумали. И 5 из таких моментов, которые я отметил для себя, я и отобрал для данного видео. Первую механику назовем «высшее-низшее». Неофициально считается, что придумал ее известный немецкий дизайнер Райнер Книце, и с тех пор она перекочевала в игры многих других производителей. В чем здесь смысл? Обычно в настольных играх мы получаем очки за различные достижения, которые в конце суммируются и выявляется победитель. Взять, например, «Лоскутное королевство» King Domino. Здесь по окончании игры мы подсчитаем для каждой области число квадратов, из которых она состоит, умножим на число корон, изображенных на данной области, и результаты суммируем. А механика «высшее-низшее» работает несколько по-другому. Получая очки за различные категории во время игры, необходимо следить, чтобы ни одна из них не отставала, так как очки мы получим именно за самую плохо проработанную. В классической игре Райнера Книце «Тигр и Ефрат» игрок, имеющий в конце 12 красных, 10 зеленых, 6 синих и 2 желтых, получит в конце лишь 2 очка. То есть игрок, самая слабая сфера которого развита лучше, чем у других, побеждает. И тем самым нас заставляют не зацикливаться на чем-то одном, а равномерно развивать все области. Тот же принцип используется в игре «Между двух замков» Безумного короля Людвига, где ваш итоговый счет – это меньший из двух результатов справа и слева. И его же можно видеть в игре «Хитрый ход» или Guns Shown Clever, где мы получаем бонусы лисы, связанные с тем блоком, где мы набрали наименьшее количество очков. В каком-то блоке набрали 0, значит лисы ничего вам не принесут. Вторая интересная механика встречается в играх The King is Dead или Король мертв и Арборитм, он же Дендрарий. В Король мертв игроки стремятся получить влияние в различных регионах. Для этого они должны иметь большинство кубиков определенного цвета. Однако кубики изначально не принадлежат никому, и чтобы заявить об этом влиянии в данном регионе, необходимо иметь большинство кубиков какого-либо цвета. Постоянно игрок принимает решение, стоит ли получить больше шансов на большинство, тем самым одновременно ослабив влияние цвета. Эта же механика в игре Арборитм выглядит так. Подсчет очков происходит за длину аллеи деревьев одного вида. Чем длиннее каждая аллея, тем больше очков получит игрок. Но получит их только тот, у кого на конец игры на руках будет больше карт деревьев данного вида. То есть мы имеем тот же принцип. Выложить ли еще одну карту и получить больше очков, но вместе с тем ухудшатся шансы против других участников. Третья механика из сценария «Звездная болезнь» Star Sickness из игры «Предательство в доме на холме». Общий принцип данной игры такой. Мы открываем жуткий дом комнату за комнатой, тайл за тайлом и совместно стараемся достичь определенной цели. Однако среди игроков появляется предатель, который всячески пытается помешать героям. В данном сценарии изначально игрок заражается болезнью. Интересная находка из Star Sickness заключается в том, что каждый раз, оказываясь вместе с другим игроком, мы меняемся жетонами наугад. И если новый жетон помечен, то ты тоже подхватываешь данную болезнь. Получается, что с одной стороны необходимо работать вместе, быть в одном помещении, но при этом каждый раз есть шанс получить заражение. И это создает дополнительное напряжение и волнение. Четвертая механика – это баланс из уже упомянутой игры «Лоскутное королевство». В начале каждого раунда игроки выбирают себе следующий тайл с определенным ландшафтом. Уникальность здесь в том, что все они пронумерованы и выкладываются в определенном порядке. Если в данном раунде игрок решает взять тайл лучше, то есть больше корон или более редкая местность, то в следующем раунде ходить он будет позже других, что даст остальным в свою очередь возможность выбрать лучший жетон. И последняя на сегодня, пятая интересная механика – это подкуп из игры «Шериф Ноттингема». Здесь мы стараемся провести как можно больше товаров в город, и игрок, выступающий в роли шерифа, должен определить, говорите ли вы правду о том, что в вашем мешке, или нет. Попросить его не открывать ваш мешок и поверить вам на слово можно с помощью взятки. Интересным моментом здесь является то, что можно подкупить шерифа, чтобы он проверил не вас, а кого-то другого.
Итак, это были 5 интересных механик из настольных игр. Если у вас есть что-то, что вам запомнилось или понравилось из других игр, оставляйте комментарии. Также подписывайтесь в Telegram и всем отличного дня.